Ссылку на телеграм-канал я оставлю в описании под видео. Сейчас YouTube очень замедляют, поэтому рекомендую вам подписаться на телеграм-канал, чтобы не потерять контакт. Отставим талумнии и перейдем к катасетуму. Еще их называют морковки за то, что образуют вот такие бульбы. Сначала выращивают листья, а к осени эти листья все опадают, и остается вот такая безлистная бульба. И недавно я вам показала. Добрый день, друзья! Талумнии и катасетум. Я их покупала в одно и то же время. На выставке приезжала Александра Красина и приобрела черную орхидею катасетум. Для меня это новая орхидея. И 3 талумнии. Для меня это тоже новые орхидеи, я никогда их не выращивала, поэтому я экспериментирую. Но я вам показывала, как я пересадила талумнии. Мне все время хотелось их посадить в какую-то корзинку с отверстиями, но одну из них я посадила просто в мелкую кору. И вот как они себя чувствуют? Потому что вопросы вы все равно задаете по этим орхидеям. Они были очень маленькие. Я не знаю, как они в природе, вырастают ли они большими кустами. Ну, наверное, вырастают. Судя по одной из новых отростков, посмотрите, и листья какие-то толстые, прямо крупные, но растут медленно. Причем у всех 3 талумний появились новые маленькие отросточки. У первой вот этот растет большой с крупными листьями. У второй сначала выросла вот такая небольшая часть, и здесь появилась еще одна. Ну, можно их назвать детками, можно назвать талумнии. Они так растут. Они растут как бульбовые орхидеи, только у них бульб никаких нет. Они больше как травянистые растения. Но после пересадки вот эта подросла, а это появилась новенькая. А корни, смотрите, какие тонкие. Вот это корешок. Вот он. Тоненький-тоненький корень. Покажу 3-ю и расскажу, как ухаживаю. А это растет в коре. Да, сразу после покупки появился первый рост. И вот сейчас появился второй. Растет не быстро, но растет. Мне всегда нравится, что орхидеи показывают динамику роста. Как я за ними ухаживаю? Да очень просто. Но они требуют к себе внимания. Я буквально каждый день подхожу и опрыскиваю корни. Немного. Кстати, во всех публикациях написано, что их можно опрыскивать полностью. Они как воздушные теланции. Вроде как бы и не загнивают. Я действительно опрыскиваю и полностью, и грунт. Ну, грунт какой? Здесь у меня лежит сверху мох, а внизу кора. Иногда погружаю полностью в воду, даю коре напитаться водой. И чаще всего, когда я делаю такие погружения, это погружение в раствор с удобрениями. Но вот эти тоненькие корешки, которые я вам показала, конечно, они не набирают в себя влагу и не удерживают ее, как корни фаленопсиса. Ну, разница очевидна. Даже подносить не буду. Тут просто крошечный миллиметровый корешок, а здесь полсантиметра. Поэтому приходится опрыскивать грунт. И даже я положила
сюда гранулы аминосила, потому что такие орхидеи очень любят удобрения. Ну а для того, чтобы не делать это каждый раз, я положила рядом по одной гранулке, чтобы не переборщить с аминосилом, потому что это концентрированное удобрение. Я положила по одной гранулке, и когда я опрыскиваю, аминосил понемногу распадаясь, удобряет эти орхидеи. Вот поэтому они вот так растут. Здесь как бы я не делала опрыскивания, вода не скапливается. Быстро, вернее, даже, может быть, она и скапливается, но она быстро испаряется, потому что много очень отверстий. А вот в этом горшочке вы можете заметить внизу какую-то часть воды, потому что здесь испарение идет медленнее, и когда я опрыскиваю, вся вода уходит из внутреннего, уходит во внешний. Вот. Видите, она вся просачивается. Хотя корешки, смотрите, вот здесь вот тоже видно, что они растут. Даже такой посадки. Хотя многие пишут, что нельзя талумнии вообще сажать, они должны быть с открытыми корнями, и даже грунт им не нужен. Но я сделала так. Я люблю эксперименты, и все пока получается. Отставим талумнии и перейдем к катасетуму. Еще их называют морковки за то, что образуют вот такие бульбы. Сначала выращивают листья, а к осени эти листья все опадают, и остается вот такая безлистная бульба. И недавно я вам показывала, как я пересадила катасетум. Кстати, ссылку на видео оставлю в правом верхнем углу экрана. Под этим видео мне написали, что да, мы пересаживали катасетумы, есть у кого-то и такие орхидеи, но корни сразу погибают. Вот почему я вам рассказывала, что нужно пересаживать бульбовые орхидеи в момент их роста. Здесь было, ну, буквально там небольших 3-5 корней. И действительно, они все сразу засохли. Но орхидея находится в вегетативном состоянии. Поэтому у нее появилось много новых корней. Вот от этой новой бульбы. Но что меня больше всего удивило, что старые бульбы после посадки тоже активно, смотрите внизу, что происходит, наращивают корни. Хотя бульбовые орхидеи очень не любят от старых бульб растить корни, а здесь они появились. Вот это удивительно. А эту орхидею я поливаю, не опрыскиваю грунт сверху. Я так же, как и все фаленопсисы, наливаю воду в горшок, даю постоять буквально 5 минут, потому что если вы видели пересадку этой орхидеи, то знаете, что моховой стакан я не убрала. Я не стала разбирать, убирать вообще весь мох. Я просто засыпала пустоты корой с керамзитом. И вот так себя прекрасно чувствует орхидея. И даже началось уплотнение вот этой бульбы. То есть сейчас она вбирает и накапливает в этой бульбе нужные для нее питательные вещества. Но вот зацветет она или нет, большой вопрос. Я не жду в этом году цветения, но все может быть, все может случиться. И если вдруг это случится, я вам обязательно покажу цветение этой орхидеи. Так что не волнуйтесь, все в порядке с этими новыми орхидеями. Они себя хорошо чувствуют и растут. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале.